Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за принятие моего приглашения посетить Казахстан с государственным визитом. Ваш государственный визит стал поистине историческим событием, знаменующим важную веху в развитии казахстанско-российских отношений. Для Казахстана Россия – стратегический партнер и надежный союзник. Нас объединяют неразрывные узы дружбы, многовековое добрососедство и общая история. Опираясь на эти неприходящие ценности, наши государства выстроили содержательные взаимоотношения, обращенные в будущее. Казахстанско-российское сотрудничество достигло небывалого подъема, охватило практически все ключевые сферы взаимодействия. Поступательно развивается экономический диалог, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, активизируются культурно-гуманитарные связи. Прошедшие сегодня встречи и переговоры в узком и расширенном составах отличались деловитостью, откровенностью и стали действительно результативными. Мы обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки и наметили перспективные направления нашего стратегического партнерства. Пришли к единому мнению, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, двусторонние отношения динамично развиваются по восходящей линии. Приоритетное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам экономики. В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота. В этих целях уже принят пакет межправительственных документов, включая комплексную программу экономического сотрудничества на 2021-2025 годы, план совместных действий на 2024-2026 годы. В рамках состоявшегося форума межрегионального сотрудничества подписана обновленная межправительственная программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран. Россия – один из главных торговых партнеров Казахстана и входит в тройку ведущих инвесторов в нашу экономику. В свою очередь, Казахстан впервые в истории двусторонних отношений вошел в пятерку крупнейших торговых партнеров России, что, несомненно, свидетельствует о наличии прочного и высокого потенциала нашего сотрудничества. Убежден, при сохранении данной позитивной динамики мы сможем в ближайшие пару лет превзойти во взаимной торговле рубеж в 30 миллиардов долларов. Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил 24 миллиарда долларов, из которых только за последние 2 года вложено более 4,5 миллиардов долларов. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки 8,5 миллиардов долларов. Кроме того, в Казахстане работает около 24 тысяч компаний с российским участием. Это почти половина от общего количества предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране. Эти показатели подтверждают высокий уровень доверия и взаимной заинтересованности в дальнейшем укреплении наших стратегических взаимоотношений. Значительные успехи достигнуты в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более 18 миллиардов долларов. В настоящее время реализуется еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти 30 миллиардов долларов. Отдельного внимания заслуживают масштабные инициативы по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительство и модернизация крупных энергетических объектов в нашей стране. В приоритете раскрытие транзитного потенциала через развитие ключевых транспортных коридоров. Мы также обсудили перспективы реализации проектов, в том числе строительство автомобильной дороги в Монголию и активного использования трансафганского транспортного коридора. Уверен, полноценная реализация всех этих инициатив в направлении север-юг всецело отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран.
Особое место в экономической повестке занимает форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным посредством телемоста приняли участие в работе 20-го юбилейного форума, проходящего в столице Башкортостана. Уверен, итоги Уфимского форума придадут дополнительный импульс нашим межрегиональным контактам по широкому спектру направлений. В этой связи хочу отметить принятое решение об открытии в скором будущем Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау Мангыстауской области. Большое значение мы придаем сотрудничеству в научной и культурно-гуманитарной сферах. Вчера в Астане прошел Казахстанско-российский научный форум историков. Накануне в Алма-Аты был организован слет лидеров волонтерских движений двух стран, а завтра состоится заседание совместного экспертного совета. Эти мероприятия призваны внести свой значимый вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами. Мы твердо выступаем за всестороннюю и системную поддержку масштабных культурно-гуманитарных инициатив на государственном уровне. В этом ключе мною принято решение открыть в Астане весной следующего года аллею вечной казахстанско-российской дружбы, где жители и гости столицы смогут комфортно проводить свой досуг. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность российской стороне за активное участие в 5-х Всемирных играх кочевников, прошедших в начале сентября в Астане. Представительная сборная Российской Федерации, примерно 180 человек, показала высокие результаты в различных видах спорта. В 2026 году Казахстан станет местом проведения 3-х игр будущего. Этот уникальный турнир, инициатором которого стала Россия, объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. Хотел бы отметить Дни культуры Астаны в Москве, которые прошли в августе текущего года и нашли широкий отклик у московской и зарубежной аудитории. Знаковым событием стало открытие в Казани бюста великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Кроме того, на сцене Большого театра в Москве зрители смогли насладиться шедевром казахской национальной классики оперой Абая. В ближайшие годы запланированы масштабные выставки Казахстана в странах легендарных музеев Третьяковской галереи и Эрмитажа. Все это подтверждает стремление наших братских народов к укреплению межкультурных связей посредством новых форматов взаимодействия. Последовательно нарастает сотрудничество в образовательной сфере. В российских вузах обучается более 60 тысяч казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом. В развитии ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыто 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. Сегодня открыт филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби в городе Омск, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. Одновременно обсуждаются перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах России, а также школ с российским участием на территории Казахстана. Речь идет о Джамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях. Все это позволит укрепить образовательные связи и предоставит новые возможности для подрастающего поколения двух стран. Важным фактором, объединяющим наши народы, выступает русский язык. Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получают образование на русском языке. В Казахстане мы придаем большое значение данному вопросу, и именно поэтому мною было предложено учредить международную организацию по русскому языку. Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территории Казахстана и России. Здесь важное значение имело бы подписание меморандума о сотрудничестве между фондом Отан Дастар и Россотрудничеством. Переговоры на эту тему ведутся. Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами, находят положительный отклик
у широкой общественности. В ходе сегодняшней встречи мы с уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным подробно обсудили динамику взаимодействия наших стран в многостороннем формате. В конструктивном ключе обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. С удовлетворением отмечаю наше полное взаимопонимание по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, Евразийский экономический союз, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие. Сегодня практически нет такого направления, по которому не взаимодействовали бы наши страны. Что особенно важно, между Казахстаном и Россией нет каких-либо спорных вопросов. Мы всегда находим сбалансированные решения, максимально учитывающие интересы двух государств. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность уважаемому президенту России за неустанное личное внимание к укреплению дружественных взаимоотношений между нашими народами. Впереди много совместной работы. У нас есть серьезный задел на 2025 год. Предстоит реализовать большое количество совместных проектов, которые, уверен, принесут ощутимую пользу как гражданам, так и бизнесу наших стран. В январе следующего года исполняется 20 лет одному из основополагающих межгосударственных документов – договору о казахско-российской государственной границе. В 2025 году нас также ждут большие юбилеи – 80-летие Великой Победы и 70-летие космодрома Байконур. Мы договорились провести в наших странах праздничные мероприятия по случаю всех этих знаковых дат. Как видите, двусторонняя повестка регулярно пополняется конкретными инициативами и новыми интересными проектами. В завершение хочу вновь отметить, что Казахстан и Россия неизменно следуют по пути укрепления стратегического партнерства, закладывая основу для прогресса и благополучия наших народов и в особенности подрастающего поколения. Уверен, положительные итоги сегодняшних мероприятий позволят вывести наши союзнические отношения на качественно новый уровень. Благодарю вас за внимание. Уважаемые друзья, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прежде всего спасибо большое за приглашение. По вашему предложению этому визиту придан статус государственного, но хочу отметить, что протокольные, в таком случае торжественные знаки внимания нашей делегации не помешали нам плодотворно поработать, что, собственно, характерно для наших регулярных с вами встреч. Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях. Обменялись мнениями по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам. В только что подписанном совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства двух наших стран. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции. С обеих сторон отмечалось, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот, об этом уже тоже мы неоднократно сегодня говорили, вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. Ну, по нашей статистике это 28,4. А в январе-сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов. При этом структура, что очень важно, встречной торговли постоянно диверсифицируется. И все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Доля же национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической конъюнктуры. Наша страна – один из крупнейших инвесторов в Казахстан. Общий объем накопленных российских инвестиций, об этом тоже говорилось, 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием и осуществляется более 60 крупных совместных
проектов, причем во всех ключевых отраслях казахстанской экономики. Планомерно развивается двухстороннее сотрудничество в энергетике. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на внешние рынки. В свою очередь, российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. Кроме того, наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии. На повестке дня строительство в Казахстане 3 новых тепловых электростанций. «Газпром» бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Каракачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе. А с прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать. Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают 6 совместных предприятий по добыче и обогащению урана. Компаниями наших стран осуществляется целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений. Россельмаш выпускает на казахстанских заводах современные зерноуборочные комбайны, тракторы и детали для сельхозтехники. В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. С обеих сторон имеется интерес к дальнейшему расширению встречных перевозок железнодорожным и воздушным транспортом. Хорошие перспективы для этого открываются в связи с развитием международного коридора север-юг от России до Индии, восточный участок которого пересекает Казахстан. Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтарек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективные российские ракетоносители «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с Байтарека состоится, как и запланировано, уже в будущем году. Параллельно с нашим визитом в Астану, в Уфе проходит 20-й юбилейный российско-казахстанский форум регионов. Не буду здесь останавливаться отдельно, потому что только что мы общались с коллегами, которые работают в Уфе, и это у представителей прессы, конечно, все есть. На переговорах большое внимание было уделено и тематике гуманитарного взаимодействия, вопросам расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных, молодежных кругов и, конечно же, в сфере образования. В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. Давно и успешно в Казахстане работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. А сегодня было подписано межправсоглашение о деятельности филиала Челябинского госуниверситета в городе Костанай. А в скором времени в Астане начнет работу и филиал МГИМО, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кстати, МГИМО в нынешнем году исполнилось 80 лет, а в сентябре в Астане состоялась приуроченная к этой юбилейной дате крупная международная конференция. На ней выступил и президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич, который, как известно, закончил этот вуз, это высшее учебное заведение. Высоко ценим, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Видим, что это всячески поддерживается руководством республики и признательны президенту Казахстана за инициативу учреждения международной организации по русскому языку, деятельность которой, уверен, будет способствовать его поддержке и продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения. Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке. Еще 3 таких школы мы планируем открыть в Казахстане в ближайшее время. При рассмотрении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана весьма близки. Наши страны координируют подходы в ООН и других многосторонних форматах. В текущем году Россия председательствует в СНГ и БРИКС,
а Казахстан в ОДКБ и ШОС. Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию. И приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено и Казахстану. Конечно, ждем Касым-Жомарта Кемелевича 24-25 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета и ставшей традиционной неформальной встречи лидеров СНГ. В 2025 году народы наших стран будут отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне, нашей общей победы. Важно, что и в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, будем продолжать делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой нам удалось отстоять мир и свободу. С большим удовольствием пригласили президента Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая. И в заключение хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров. Уверен, что нынешний визит и наши переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества, наших отношений на благо наших стран и народов. Благодарю вас за внимание.